Всем привет, у нас снова премью. Тимур Валеев наконец-таки вернулся из отпуска короткого и готов проанализировать, что ожидает сборную Грузии в матче с командой Украины. Ну, на мой взгляд, во-первых, привет, Тимур. На мой взгляд, это, наверное, главный матч для сборной Грузии в этом этапе Лиги наций, потому что если вот здесь проиграть, то как будто бы уже все. Как ты считаешь? Да, Саша, я тебя приветствую. Спасибо большое за то, что пригласил еще раз. Действительно, что мне еще делать в паузу на матче сборных, как не разбирать матчи сборной Грузии, да? По большому счету я согласен. В таблице положение довольно-таки плотно все. Даже Украина хоть и всего 4 очка набрала, да, за 4 матча, но вполне может и первое место занять, и последнее. Поэтому развернуться все может как угодно. И действительно, сейчас кто выиграет в этой игре, будет иметь наибольшие шансы на выход в следующую конференцию. Ну, давайте напомним, я думаю, что сейчас графику мы тут таблицу добавим. Сейчас у Чехии 7 очков, у Грузии 6, у Албании тоже 6 и 4 у Украины. Осталось всего 2 тура. И, в общем-то, ну, мне кажется, учитывая даже график, что чехам сейчас нужно сыграть успешно с Албанией, и потом, если я не ошибаюсь, у них матч с Грузией, конечно же, домашний тем более. Поэтому, в принципе, вот чехи, если сейчас Албанию обыграют, мне кажется, у них отличные шансы занять первое место. Вот. Но второе место, в принципе, насколько я помню, тоже там будет плей-офф с третьей командой из группы А, да, и второе место, в принципе, Да. тоже может дальше подняться. Но еще мы знаем, что квалификация чемпионата мира будет, там очень сложная схема, но даже второе место в группе Лиги наций, особенно в дивизионе Б, вполне может поспособствовать тому, чтобы попасть на чемпионат мира. Поэтому как бы ставки высоки максимально. Ну давай, может быть, мы начнем с того, что вспомним первый матч Грузии и Украины. Что ты для себя отметил по той игре? Ну, кроме того, что, наверное, мы уже поняли после матча с Албанией, насколько важен Качарашвили, который как раз-таки был в том матче с Украиной, потом выпал. Но насколько ты ожидаешь другой игры, учитывая то, что поле, скорее всего, будет более лучшего качества? Я читал, что даже Динамо Батуми специально свой матч проводил не на этом газоне, а на другом, чтобы у сборной все было в порядке. Хотя смотрел прогноз погоды, обещают дождь, и болельщики пишут в комментах, что, возможно, поле будет не самым лучшим. Ну, за качество поля я, конечно, судить не берусь, да, но если мы берем даже, наверное, не только матч с Украиной, а вот оба этих матча и с Албанией тоже, потому что оба, по сути, прошли не с лучшим результатом для сборной Грузии, да, сейчас положение в таблице могло быть гораздо приятнее. По сути, оба матча прошли в некотором метании, мне кажется, Вилли Саньоля, потому что, наверное, где-то не ожидал, что настолько удачно удастся Украине отдать мяч Грузии, и, по сути, грузины ничего не смогут с этим придумать. Да, моменты создавались, но не в том количестве, что это было ранее, и, к сожалению, не с той эффективностью, что это было ранее. При этом украинцы свои возможности отлично использовали, могли забивать и второй гол, да, были для этого хорошие возможности, пусть даже и не так много. С Албанией поменял схему Саньоль, да, то есть они играли в три центральных защитника, начиная с Евро, которое было весьма и весьма удачным. Впервые, по сути, мне кажется, сыграли они в четыре защитника против Албании, но это тоже не стало как таковым решением всех проблем Албании. Я понимаю, почему он решил поменять, потому что действительно нам надо было, уже было понятно еще по первой игре с Албанией, что албанцы тоже отдадут мяч, и с этим надо будет что-то придумывать. В итоге впервые центральным нападающим Ними Каутадзе вышел, да, вышел Зевзевадзе. Сразу же с первых минут вышел Зурико Давидашвили. И, ну, грубо говоря, всех наиболее атакующих игроков Саньоль бросил в бой. Я не скажу, что это получилось, потому что баланс, как мне кажется, в какой-то мере был потерян. И учитывая, что они уже довольно долго играют в три центральных защитника, им было тяжело резко перестроиться на четверку.
Мы с тобой разбирали тогда пропущенный гол. Да, да, И по да. большому счету, если мы другие моменты с тобой бы смотрели по той игре, мы увидели бы одни и те же проблемы, которые возникают в связи с этим переходом, что центральные защитники, у которых мы знаем много опыта, но мало скорости, да, при игре в 4 защитника им нужно гораздо больше покрывать расстояние и гораздо быстрее. Видим, что Мгм. соперники на этом уровне достаточно быстро атаку имеют, и защитники не успевают быстро перестроиться, не успевают за своими игроками, это приводит к моментам. Также не хватает в этой схеме качественного опорника. То есть все то время, что мы смотрим за последний год за сборной Грузии, да, это всегда тройка Китишвили, Кочарашвили, Чеквитадзе. Ну, примерно такое расположение. С Албанией не было Кочарашвили, вышел в центр поля Давиташвили, но по большому счету, как такового опорника здесь нету. Да, чуть пониже играет Китишвили, но в общем и целом это больше игрок атаки. Нету игрока, который будет выгрызать мячи, который будет отборы создавать, который будет своевременно опускаться и помогать в том числе центральным защитникам, да, которые, как мы уже сказали, не успевают особо за своими игроками. И вот это, наверное, ключевой момент, почему я бы не советовал Саньолио снова возвращаться к схеме в 4 защитника. То есть либо требуются большие изменения в составе самом, потому что Каши не самый быстрый игрок. Мы знаем, что дисквалифицирован будет Двали, Пашка да, Валит. Мгм. да. И, соответственно, либо у нас Гвилисяни попадает в состав, либо Кверквелия попадает в состав. В общем, все это, получается, очень много всего потребует изменений, да. Вернулся в сборную после травмы Микбабишвили, но он не очень много играл, поэтому я не уверен, что он прямо выйдет опорником по этой игре. В общем, тут очень довольно Ну, много давай сейчас к моментов, составу мы которые... Да, перейдем. да, да. Я тебя хотел спросить еще, прежде чем мы перейдем к составам. А, Как ты считаешь, вот то, что Вилли Саньоля продлили буквально вот за 3 дня до матча, до 2028 года, ну, я считаю, что это правильным решением, но может ли это как-то добавить какого-то духа этой команде, настроя, может быть? Ну, во-первых, Сагель может, в принципе, курить бамбук, контракт есть, бабки получит, да. Но если серьезно говорить, да, во-первых, понятно, что он заслужил. Последние результаты сборной Грузии, они, ну, действительно, их можно оценить высоко. Насколько это повлияет на как бы какую-то ментальную составляющую команды, мне сложно судить, потому что если бы мы говорили про клуб, да, здесь в большей степени можно было бы понять, что, ага, руководство доверяет главному тренеру, значит, наша линия будет идти в этом же направлении и дальше, есть стабильность, все окей, да. В сборной это все немного очень тонкие это грани, потому что стоит завалить один турнир и все, до свидания. Да, да. Неважно, насколько длительный у тебя контракт, в этом плане, конечно, Лига наций ничего не значит. То есть я, наверное, тут еще бы добавил, что было бы лучше, сейчас меня, конечно, закидают как Ахами, но было бы лучше, если бы Грузия не вышла, не дай бог, в дивизион первый, да, где Мгм. топ сборной. Ну, Да. потому что мне было бы больно, честно говоря, смотреть, как условно от Англии, Португалии, Германии, не знаю, Франции, ну, команда объективно будет получать там по 5 мячей, и наблюдать за этим будет просто больно. А вот здесь, в Лиге Б, соперники чуть-чуть выше, как мне кажется, по уровню, чем сборная Грузии, но это не такая большая разница, С ними чтобы можно играть. совсем с Мгм. ними можно играть, с ними можно учиться, самое главное, потому что, да, окей, Лига наций– это действительно шанс пробиться на чемпионат мира в том числе, да, но не будем забывать, что все-таки квалификация все равно еще будет, да. Если здесь не удастся выйти, придется выходить там. И через вот этих соперников, да, через эти 6 матчей именно в Лиге Б, гораздо лучше можно подготовиться к этому уровню и уже впоследствии зарабатывать в квалификации свои очки. То есть остаться здесь было бы более полезно, я считаю. Мгм. Хорошо, ну давай, наверное, переходить к составу. Я так, насколько знаю, ты там подготовил нам графику. Интересная новость, что у Хвича Кварацхелии были крестины. Он крестил своего сына в Грузии, там было много видео. И я так понял, что это случилось буквально вот на днях. Поэтому, ну, наверное, у него тоже будет какая-то особая мотивация на предстоящий матч. Может быть, семейные моменты часто действительно помогают. Хотя есть случаи, когда Владимир
Сычевой или Владимир Писарский, как теперь правильно говорить, да, Мгм. сам потом рассказывал, что после того, как женился, ну, честно говоря, подзабил на футбол. Поэтому моменты могут быть разные. Да, видно составы, правильно? Да-да-да, все видно. Да, я по большому счету взял, понятно, что это где-то ориентировочные составы, то есть я сразу же убрал Двали отсюда, потому что логично, что его не будет, Да, да. и вернул Кочарашвили в сравнении с матчем с Албанией. То есть вот это, на мой взгляд, наиболее вероятный вариант, по крайней мере, состава сборной Грузии 100%, да. По поводу Украины мне сложнее судить, поэтому я взял просто состав с последней игры с Грузией как раз-таки, да. Ну, а давай, И давай начнем с Грузии. Я хотел бы по линиям пройтись. Или, может быть, наоборот, с Украины, если там не так много тебе есть что сказать. да, нет, можно пойти по Грузии. Ну, давай. Ну, Мамардашвили, я думаю, здесь вопросов нет. А вот ты все-таки четыре Мгм. защитника, да, видишь? Я не уверен, да, но опять-таки, если мы берем во внимание, что соперники сборной Грузии отдают мяч сопернику, да, отдают мяч Грузии, и это работает, ну, скорее всего, они продолжат это делать. В такой ситуации, да, я как бы, это не то, что прям это то, что надо использовать, да, у меня здесь Мгм. тоже есть свои комментарии, что Каша, конечно, в четверке будет, ну, будет ему откровенно тяжеловато, потому что тяжелый защитник Мгм. в тройке центральных, он прекрасно справляется, да, если в два центральных, ему уже намного сложнее. Так же, как я уже сказал, да, если мы рассматриваем четверку все-таки, ну, в какой-то степени что-то, ну, надо будет как-то придумывать, что делать с игрой, если соперник отдает мяч, да, в 4-3-3 все-таки это, ну, больше вариантов будет. Мгм. Вот, если мы рассматриваем этот вариант, то логично тогда, ну, либо Китишвили заменить, либо Чиквитадзе, да, и выпустить номинального опорника, условно такую собаку, которая будет выгрызать мячи, которая будет в обороне очень много отпахивать, да. По этому составу я в такой роли вижу только Анзора Миквабишвили. Да, он, по сути, только вернулся в сборную после травмы, сыграл, по-моему, одну или две игры, то есть не в лучших кондициях находится, но с Мгм. учетом как бы такого положения, да, рассчитывать особо больше и не на кого, поэтому стоит рассматривать этот вариант, да. Ну, и если мы говорим про нападающих, вроде читал комментарии, да, что там были претензии к Микаутадзе, который не забивал там за Лион, не Мгм. забивал за сборную тоже какой-то период, но по большому счету вот получил себе шанс Зевзевадзе с Албанией, да, и что? Ну, я не знаю, Мгм. довольны ли болельщики его выходом, потому что шикарную возможность упустил сам в начале матча с Да. Албанией. Во втором тайме, кажется, был момент, когда головой можно было забивать. Для нападающего хороший момент, добротный момент, но он его не реализовал. И вот эта разница, как я считаю, между Мико Утадзе и Зевзевадзе, помимо того, что Мико Утадзе из очень большого количества сложных положений может создавать моменты, да, простые положения он реализует с гораздо более высокой вероятностью, чем Зевзевадзе. И учитывая, что Хвичик в Расхеле сейчас не в форме и очень много действий выполняет, ну не то чтобы во вред команде, но не на пользу атаки, да, когда он берет на Мгм. себя, смещается в центр и бьет выше ворот, вот это вот, ну, 9 из 10, оно летит так. И Ну, как Милану бы залетело, кстати. Милану залетело, да, но тут тоже такие моменты, да, с какого раза залетело, тоже вопрос. Скажи, Поэтому к моментам Давидашвили вместо кого ты выпустил? Потому что Качарашвили-то у нас вернулся, а вот по сравнению с матчем с Албанией. Зевзевадзе, А, Зевзевадзе. Зевзевадзе. Ага, ага. Да. Ну, вроде бы логично, да, кажется. Ну да, я просто считаю, что моментов у Грузии может быть немного по этой игре, да, и к ним, ну, надо будет относиться очень и очень трепетно. То есть не реализуют раз, не реализуют два, не реализуют три, и, скорее всего, украинцы могут забрать такой матч. Мгм. Ну, по составу Украины, можешь ли ты что-то сказать тоже? Я сейчас так сходу не пойму, как много изменений по сравнению с первой игрой. Вот, если ты собирал этот состав, ты, наверное, должен знать. Нет, это полностью совпадение с Ага. составом прошлой игры, потому что все эти игроки, если я правильно проверял, да, они также вызваны в состав.
По большому счету, этот месяц прошел без каких-то дополнительных травм у сборной Украины. Единственный правый защитник Тымчик, я не сегодня прочитал буквально новость, что он получил травму, и его заменили на другого защитника, да. Мгм. Но по большому счету он вроде как и не рассматривался как основной правый защитник, поэтому особо потерь как таковых-то и нет, да. По-прежнему Довбик в атаке сборной Украины, да, по-прежнему Мудрик. Ну, давай, может быть, коротко о том, как эта игра может сложиться с точки зрения вообще хода игры. То есть ты предполагаешь, что украинцы отдадут мяч, все-таки поле будет другое, наверное, комбинировать в Батуми будет полегче. Я думаю, что уж дренаж справится, то есть, скорее всего, будет мокрый газон, мяч хорошо будет катиться. И вот исходя из этого, что ты ожидаешь, что будет пытаться как-то разыграть через короткий пас, взломать оборону или какие-то навесные передачи? Я думаю, что также украинцы будут, по сути, искать свои шансы в быстрых атаках, да, будь то забросы за спину на Довбика, будь то через фланг с доставкой в штрафную, да, варианты могут быть разные, да. По той игре, кстати, неплохо пытались создавать моменты со стандартов украинцы. В общем, использовали все там более-менее серьезные возможности для того, чтобы создать и создавать моменты. Если поле будет действительно более хорошего качества, то грузин должно быть попроще комбинировать. И как раз-таки, наверное, за счет того, что свои трибуны, атмосфера домашняя, да, это им поможет все-таки чуть больше доминировать на поле, да, и строить и позиционную атаку. Уверен, что именно на этом делал акцент сейчас в этот небольшое окошко возможности поработать с командой Вилли Саньоль. Насколько получится, сложно сказать. Я боюсь, что будет очень много борьбы, и игра будет буквально до одного гола. Скорее всего, я это вижу так. Мгм. Так, спасибо. Ну, я, наверное, в конце еще добавлю, что сборная Грузии еще никогда не обыгрывала сборную Украины. Я тут смотрел, 7 матчей было между командами, 4 победы Украины, 3 ничьих. Там какие-то были товарищеские матчи, я думаю. Ну что же, ждем игры. И, не знаю, я планирую на эту игру попасть. Вроде бы все у меня готово, билеты есть. И, может быть, после игры с тобой мы обсудим, сделаем превью уже на Чехию и так подведем итоги того, что будет в матче с Украиной. Будем надеяться, итоги будут у нас с тобой позитивные. Да, да, спасибо.